реализовывать себя и вот свои внутренние ощущения материально. Мы же заложники нашего собственного мировоззрения. Любую профессию можно облагородить, возня на одном месте. Я поняла, что я нахожусь не там, где я вообще должна находиться. Я занимаюсь не тем, что мне вообще нравится. Все случайности не случайны. Знания хороши лишь тогда, когда ты их можешь применить на практике. Духовность остается такой, знаешь, интеллектуальной и духовной гордыней до тех пор, пока мы не начинаем реально проживать свою жизнь из этих знаний. Привет, Юна! Спасибо Привет. большое за твое участие в моем подкасте. Добро пожаловать в серию подкастов про самопознание, саморазвитие, самокопание и еже с ними. Хотела ли бы ты как-то представиться нашим зрителям, которые будут это смотреть, чтобы люди поняли, кто ты, чем ты занимаешься? Вкратце, это не обязательно. Ты можешь и широко себя описать, или вкратце. Да. Что бы ты хотела рассказать о себе, что было бы с твоей точки зрения важно? Коротко представлюсь. Меня зовут Юна. Я всю свою жизнь занимаюсь изучением различных теософских и философских вопросов. То есть это часть моего пути, но одновременно я всегда стараюсь реализовывать себя и вот свои внутренние ощущения материально с помощью видов деятельности, которые вот мне импонируют. Я нашла себя в работе маркетинга, в работе выстраивания брендов, продвижения брендов, потому что для меня это такая работа, которая комбинирует максимально, скажем, мою личность, которая креативная, которая визионер, любит разные идеи генерировать и так дальше, и в том числе с просто годами, вот сколько я себя помню, столько лет я занимаюсь саморазвитием, то есть построение бренда это всегда очень тесно связано с работой с личностями. То есть это у меня такой баланс, мой внутренний, скажем так, творца и коуча. То есть в этом плане оно как-то очень гармонично сложилось в данной профессии. Также я хотела бы основать в Вене комьюнити единомышленников, которые развиваются с точки зрения там, духовных, психологических каких-то направлений, и точно так же просто хотят создавать свои бренды, хотят креативить вместе, хотят трансформировать в какой-то степени общество. И я считаю, что подобные комьюнити могут поддерживать и расширять возможности каждого из нас по отдельности. Мы можем начать сегодняшнюю тему. Общая тема самопознания, но ты предложила мне тему самореализации, что на данный момент, я думаю, очень интересная тема для многих людей. Ну или мне так кажется, я не знаю, но я и сама этим занимаюсь, и вижу, Да. видимо, поэтому, может быть, я еще замечаю, что очень многие вот сейчас находятся в поисках себя, особенно, наверное, люди плюс-минус нашего возраста, которые закончили вузы и закончили там юридические, экономические, еще что-то, Да. и поняли в какой-то момент, что это не то, что это классно, но это мне не подходит, а я хочу делать то, что мне нравится, что очень круто, и я считаю, на мой взгляд, и это набирает все больше оборотов. И, мой первый вопрос к тебе будет, когда и как ты вообще начала заниматься самопознанием в своей жизни? И зачем? Хороший вопрос. Да, зачем, наверное, будет самое точное в этой части. У меня просто было это все с детства, то есть тяга очень сильная была с детства. Я помню себя года так в 3 или в 4. Я просто шла по ступенечкам, я не знаю, возвращалась домой, и, может быть, с мамой, может быть, одна, я не помню этот элемент, но все равно я вот как-то, знаешь, как сквозь детское сознание какой-то такой вот инсайт просто пробирает тебя, и ты такой не понял, что это было сейчас, и это был вопрос, точнее, не вопрос, а утверждение, все случайности не случайны. Вот он так и звучал. И я такая,
Окей, очень интересно. В детстве, то есть это просто тематика, которая просто внедрилась в какую-то ситуацию, да? И я начала размышлять о том, что это такое, да? То есть в какие-то ситуации, да, дальше, которые со мной происходили, в том же детстве, я вспоминала и возвращалась к этой ситуации, и как бы пыталась для себя понять, что же это, когда случайности не случайны, то есть к чему это было, да, потому что было ясно, что этот голос какой-то, ну, он был необычный, это не просто утверждение, которое потенциально могло бы быть ошибочным, то есть оно какое-то было из другого разряда, да, поэтому я его взяла как за какую-то, назовем это, истину, и просто начала искать, то есть оставаться всегда с этим вопросом. И даже сейчас, немножко забегая вперед, я поняла для себя, что самая лучшая методика самоопознания — это не когда ты находишь быстрые ответы, а путь, который ты, ну вот, ведет тебя к ответу. То есть, когда у тебя есть вопрос, когда ты остаешься с этим вопросом, иногда года, и благодаря этому вопросу ты как бы дальше продвигаешься. Вот. Затем я очень много интересовалась просто мистикой, различными видами эзотерических практик, психологией, индуизмом, буддизмом, каббалой, просто абсолютно всевозможными течениями. Я очень сильно не сторонник, знаешь, такой эзотерической литературы, которая уже в какой-то степени пережеванная по несколько раз, такая современная. Знаешь, по Думис есть такой разряд книжек. Вот. Я как бы такого обычно не читаю, я предпочитаю или, ну, прям с детства, или философские книги, то есть это Сократ, Кант и так дальше, или я читаю религиозные книги. То есть это вот прям именно такие очень глубокие. Есть тоже ряд людей, вот сейчас как бы у меня есть учитель. Я всю жизнь, кстати, я прям, по-моему, родилась со стремлением обрести учителя. И я, конечно, его себе тогда представляла, что это будет какой-то гуру индийский, знаешь, там на горе сидеть и медитировать. Но я нашла его в женском лице, вообще западного течения, западного мистицизма и гнозиса, то есть это вообще другое течение, как бы, ну, то есть от того, что я ожидала, да, но оно оказалось настолько рабочим, ну, вот эта связь, потому что какой индийский гуру будет знать мой, ну, как бы, лайфстайл, да, и как его подкорректировать и так дальше, то есть он будет, у нас разные уровни вообще бытия и восприятия, то есть если бы я шла тем путем, но изначально видно, что у меня другой путь развития, да, и поэтому вот как бы к индийскому гуру в этой жизни, по-моему, мне не дойти. Я шучу, но как бы да. В общем, это меня и вело, то есть вопросы самопознания, вопросы, с которыми я сталкивалась по жизни, да, какие-то трудности, естественно, какие-то ситуации, где ты заблудился, себя не понял и так дальше. И уже затем вот это добавилось такое сильное желание найти учителя. Все. То есть это основное. Но ты вообще, в принципе, ты говоришь, до Индии не дойду, до Индии ты дошла, насколько я помню. Поэтому как бы я вот так не сказала, но ты достаточно глубоко вообще погружаешься в это и для себя это изучаешь различные направления, различные пути, и то есть ты к этому этим к этому с детства вот пришла, и так оно у тебя шло. То есть это не то, что ты там в какой-то момент возникла какая-то ситуация, которая тебя, скажем так, развернула твой взгляд или развернула твое мировоззрение, либо это было сопутствующе с детства, а потом все-таки что-то поменяло твое восприятие именно в этом, чтобы идти Добавлялись. глубже. Да, добавлялись каждый раз ситуации, которые меня толкали дальше углубляться, да, в это познание, в изучение себя. Причем очень много лет, мне кажется, я только последнее время пришла к некому балансу сферы
назовем это, материальной сферы, да, то есть всех реализаций, и сферы вот духовной, у меня очень часто это было как такие качели, знаешь, одно время я там ухожу в изучение, то есть я вся в этом, и такой дзен-буддист просто, а в другие моменты я просто тотально в миру, знаешь, ну, то есть там в достигаторстве, потому что я, в принципе, очень сильная по натуре, как карьеристка, я бы даже так сказала. То есть для меня очень сильный приоритет – это развитие, ну, развитие в том числе в работе. И то есть вот это вот чувство, когда тебя вот тянет к твоему развитию внешнему, очень тяжело порой сбалансировать с желанием внутреннего развития. И вот это реально просто искусство. И в какой-то момент я осознала, что оно настолько неразделимо, потому что все, что изнутри, оно должно питать и быть как бы базой и фундаментом для твоего материального мира, для твоей реализации, да, в миру. То есть все, что ты изучаешь, оно вот просто, это лишнее, ну вот знание, лишний груз, который как бы никак не функционален. То есть знания хороши лишь тогда, когда ты их можешь применить на практике. Вот это вот как бы знания, которые не применяют, даже если почитать какие-то трактаты, очень во многих трактатах говорится о том, что есть знания, которые загружают карму, как бы. То есть так ли это или не так, мы не сможем проверить, но я точно на собственном опыте убедилась, что очень часто лишние знания бывают, ну, знаешь, такими, как тебе сказать, они могут провоцировать там вот интеллектуальную гордыню. Вот я знаю много, и вот все, этого достаточно, да? А когда ты чуть-чуть выучил и учишься применять это, чуть-чуть выучил и учишься применять, для меня это намного лучшая практика и более эффективная, нежели как бы без этого. Был период в жизни очень-очень долгий, когда я не могла просто смириться, почему вот люди вокруг, особенно близкие, да, не занимаются саморазвитием, вот почему они страдают. Они же вот страдают, и вот почему нельзя просто изучить эту проблему, да, копнуть как-то глубже и так дальше и тому подобное, почему это происходит, и они ничего не меняют в своей жизни. И как бы это вот прям меня очень грузило какой-то период, и сейчас я для себя понимаю то, что, наверное, самое нормальное отношение к этому всему, это все-таки осознать, что у каждого свой путь, да, и путь этих людей на эту жизнь, возможно, он именно такой, возможно, вот, ну, не пора, или там, ну, не пришла еще та ситуация в жизни, которая стала таким триггером и уколом, которая просто так пробудет, ага, а ведь я же творец своей собственной жизни, понимаешь, то есть вот я могу, а причина же всего это я, как бы не кто-то, не сосед, не плохой работодатель, не кто-то, это я создал эти ситуации, и они, знаешь, когда мой учитель однажды сказала мне одну фразу, может быть, эти люди, то есть взяли на себя вообще карму и ношу, быть условно плохими для тебя, потому что ты, ну, об этом попросил, то есть для развития твоей души, то есть это не они плохие, да, в этом контексте, а они вообще взяли на себя эту ношу, этот долг, эту жизнь прожить с этими плохими качествами, чтобы чему-то тебя научить. И я такая думаю, о, окей, Глубоко. немножко другая парадигма этого всего. Какое отношение у тебя идет вот к переходу на уровень преподавания, может быть, если так можно это назвать? Да, я, наверное, сейчас я сформулирую мысль, потому что у меня было реально очень много разных периодов, и это как-то нужно, да, теперь собрать воедино. Значит, по поводу преподавания или передачи всех этих знаний, ну, наверное, я только сейчас пришла к тому, что это может мной выноситься дальше или передаваться дальше, но в определенном ключе. То есть я на этом абсолютно не готова зарабатывать деньги. То есть я против этого в действительности. Объясню почему. Скажем, та философия, которая моя изнутри, да, вот даже не то, чтобы я где-то это услышала или прочитала и так дальше, это мое отношение к этому. Это то, что как бы
вот у нас есть личность и у нас есть сущность. То есть над личностью мы работаем по факту. Это то, что, скажем, я Юна, да, или ты Аня. То есть как вот мы пришли в этот мир, вот это вот некое имя, вот личность, она вот так выглядит, так себя ведет, вот такое у нее энное количество там каких-то характеристик и так дальше, да. И как бы чем классные психологи, да, и там коучи и так дальше, тем, что они, в принципе, тоже помогают работать с этой личностью, то есть раскрывать ее там какие-то блоки, расширять ее вообще видение этого мира, чтобы личность перестала меньше отождествляться. Вот я такой, или вот это моя обида, или это мой принцип. Мне нравится красный цвет, но не нравится зеленый цвет, понимаешь? Мне нравятся блондины, но не нравятся брюнеты. Ну, то есть, и вот эта вот вся история про личность, это как бы то, что мы из себя слепили, такой, а этот паттерн очень часто, ну, такой, если брать общий, да, он в большинстве случаев, он просто нездоровый, да, и от этого мы как будто сами себя сажаем в некую тюрьму, из которой мы не можем выйти, потому что мы act like that, знаешь, вот типа мы из этого постоянно и живем, то есть из этого, что нам нравится это, не нравится вот это, то есть я стараюсь всеми этими техниками, скажем так, с которыми я работаю, освобождаться, освобождать свою личность от вот этого, знаешь, от тюрьмы по факту. Почему? Потому что я знаю, что у каждого из нас есть некая сущность, то есть божественная часть, истинное я, да, и вот ради этого истинного я по факту, вот ради предназначения внутреннего я и стараюсь, как бы, и понимаешь, вот каждый из нас может очень много творить всего прекрасного в этом мире, но есть принцип вертикали, это когда мы целимся на истинное я. Есть принцип некой горизонтали, это когда мы работаем с личностью, с развитием, с работами разными. Даже все, что касается, я не знаю, облагораживать нашу планету, это все про горизонталь. То есть это некая работа вот в материальном мире. И она тоже хороша, она должна быть сбалансирована. Так вот, я просто поняла для себя, что любая работа, то есть если ты, например, какой-то, я не знаю, духовный коуч, или таким себя назвал, или там психолог и так дальше и тому подобное, это не значит, что человек, который, например, работает, я не знаю, строителем, он будет проживать менее духовно свою роль эту, понимаешь? То есть это значит всего лишь, с каким отношением и с какой осознанностью, уровнем осознанности, да, ты приходишь к профессии. То есть любую профессию можно облагородить внутренней духовностью и вот этим истинным «я». И то есть, скажем, мне нравится зарабатывать финансы с помощью брендинга, там, каких-то определенных вещей, но я знаю, что мне тоже очень импонирует там помогать людям в какой-то степени находить, потому что вот почему я пошла в брендинг? Потому что я вижу людей насквозь с точки зрения их талантов. Вот, или бренды, да, вот, то есть бренд, он же неотъемлем от личности, которая за ним стоит, или там, да, партнеров. И вот получается, что, то есть этот бренд, он должен протранслировать тебя полностью, да, и получается, что когда я помогаю, ну, там, людям как-то выстроить это, я исхожу только из того, что я вижу, что транслируется из них, да, то есть, и поэтому для меня это очень духовная работа, то есть мне не нужно, скажем так, в этом плане, ну, то есть быть преподавателем чего-то, но я точно знаю, что я бы хотела создать такое веяние комьюнити, я не знаю, видела ли ты у меня такой мини-анонс уже в сторис, я бы хотела создать такое комьюнити, где люди могут об этом говорить, потому что, ну, вот, о своем пути, да, вот какими-то внутренними переживаниями, потому что мы же заложники нашего собственного мировоззрения, а когда есть несколько человек, которые делятся, вот, знаешь, а этот мыслит вот так, а вот можно было из этой ситуации выйти так, то есть это нас расширяет, и чем больше, чем безопаснее такой круг единомышленников, которые готовы работать над собой, которые готовы развиваться, открываться миру и так дальше, тем шире как бы становятся и наши возможности, то есть появляется маленькая щелочка, лазейки выхода из тюрьмы собственной личности, когда мы можем убежать, вот как бы так. Ну, это очень сильно, да, как раз-таки перекликается с идеей моего изначально подкаста, что мне просто вот, когда то, что я уже говорила, когда общаешься с разными людьми, с людьми, которым это интересно, которые этим занимаются, ты
начинаешь тоже смотреть немножко с других точек зрения. Это не обязательно касается саморазвития или еще чего-то. Любой ситуации абсолютно жизненной, на которую ты... Потому что мы все равно, как бы мы ни хотели, мы будем исходить из нашего опыта и из Да. наших каких-то... с нашей точки зрения. И когда мы это перенимаем, эту информацию перенимаем на себя, возможно, вот как раз-таки в этот момент мы свою ситуацию чуть-чуть разворачиваем, любую, в которой нас в этот момент сошлась с этим моментом, который был высказан другим человеком. Вот в этом и есть точно, ну, как бы тоже мой интерес, и поэтому я думаю, что это, и мне кажется, вот то, что ты говоришь, что ты хочешь создать комьюнити, вот то, что я и говорю, что мне кажется, сейчас это все больше становится интересным людям. То есть это может быть не прям, что поголовно каждый человек сейчас этим увлечен, но я вижу все больше людей, которые рано или поздно этим проникаются и убирают свою какую-то какое-то недоверие, может быть, Да. что можно что-то поменять. Как ты реагируешь на какие-то резкие замечания в сторону того, что, ой, это со своим мирозданием? Ну, я грубо сейчас говорю какой-то пример, но чтобы просто быстрее и понятнее было, что реагируя на какие-то твои, я не к тому, что ты пытаешься помочь, а именно в твоей жизни, что ты вот там поехала на какой-нибудь ретрит, занялась собой, занималась чем-то, а тебе говорят, что делать нефиг, Юна, сиди вон, иди, я не знаю, на море полежи. Поехала она. Как ты с этим справляешься и как ты к этому относишься? Да, это тоже вопрос, знаешь, который решался путь длиною в жизнь, скажем так, потому Однозначно. что были разные фазы, когда, то есть, были разные какие-то внутренние переживания или реакции на этот счет. Но, во-первых, я хочу сказать, что сейчас у меня настолько другое окружение, да, которые, они могут даже, ну, там, не особо этим интересоваться, да, или только быть там на уровне психологии только, да, работать над собой и так дальше. То есть я имею в виду не уходить глубоко в какие-то духовные вопросы, но я абсолютно сейчас не встречаю вокруг никакой вообще критики, то есть на этот счет. Мне никто ничего не пишет, не говорят и так дальше. И я думаю, что это связано, были разные периоды, да, и это связано с тем, что я как бы обрела внутреннюю уверенность, то есть от меня транслируется эта уверенность, то есть я просто знаю, что я делаю, и как бы это очень странно, то есть я могу тоже вопросами задать, я в принципе стараюсь к людям относиться к таким, знаешь, с моментом понимания и сострадания, потому что, ну вот если у кого-то есть какие-то интересы, да, а я ж не буду их осуждать, то есть кто-то любит теннис играть, кто-то гонками занимается, кто-то еще чем-то. Допустим, если они воспринимают духовный поиск тоже как какое-то хобби, кто-то будет так воспринимать в действительности, то окей, ну то есть вот понимаешь, то, что ты транслируешь, мне кажется, в какой-то степени, то ты и получаешь, потому что наверняка у меня были периоды в жизни, когда я сама не была уверена в этом пути, то есть когда у меня как бы я шла по нему, но я такая думаю, а может быть это что-то другое должно быть, да, я не понимала немножко взаимосвязи всех этих течений и так дальше, и мне постоянно казалось как бы, что вот есть такой мир, а есть такой мир. То есть я сама внутри себя это делила. И поэтому, мне кажется, фидбэк был тоже такой от мира, да. А вот когда это сейчас для меня нераздельно, то есть абсолютно поменялось отношение окружения к этому. Ну, то есть, в принципе, это определенная часть пути, скажем так, той же проработки себя. Пока ты это все Да, ищешь, пока ты в поисках, пока ты делаешь, мир тебе зеркалит то же самое, то есть твои все какие-то внутренние конфликты. И когда ты да, приходишь уже для себя к четкому ответу, то мир не задает тебе этих вопросов больше, а понимает да. то, что происходит с тобой. Это для этого вот задаю этот вопрос тоже, потому что у каждого свой ответ, и это очень интересно. Каждый приходит к своему выводу, а я для себя, соответственно, делаю свои выводы, что вот вообще мега круто. Ты также затронула тему того, что твоя работа сейчас, то, чем ты занимаешься, связана, как она не связана относительно с коучингом, что и я как раз-таки думала, ты не занимаешься там каким-то
помощью в саморазвитии в буквальном смысле, не преподаешь и не несешь это в массы, скажем так, но в то же время, в первую очередь, ты строишь работу от себя, свою работу, исходя из каких-то, как мне кажется, принципов самопознания, коучинга, психологии и так далее, и глубже. Ты строишь также работу своей команды, насколько я это вижу, с теми же принципами и, как мне кажется, с теми же принципами, которые ты к себе, от себя требуешь, с теми же принципами как бы Да. абсолютно идешь и к команде. И, соответственно, ты с теми же принципами все же коучинга строишь работу с клиентами. То есть они, как ты и сказала, ты им подсвечиваешь какие-то моменты, которые ты можешь, и это твоя сильная сторона. И ты, я так предполагаю, пришла к этому всему благодаря своему пути в саморазвитии и в самооткрытии и в углублении знаний о себе в первую очередь. 100%, да. И насколько этот путь, так как ты, в принципе, и хотела тоже поговорить на эту тему саморасширения, какого-то масштабирования, самопознания с точки зрения каких-то новых идей, новых качеств, новых открытий в своей же жизни. Насколько это был длинный путь и насколько тебе сложно было открывать саму себя, в том числе, что тебе нравится, какие твои пути, почему ты хочешь так, а не так. Вот как вообще вот этот процесс происходил? Но, скажем так, он в какой-то период был довольно затяжной. То есть это как будто, знаешь, вот какая-то такая очень долгая возня на одном месте, вот как я это все вижу. И потом в какой-то момент вот просто как прорвало, знаешь, вот путь, и тогда уже стало все очень понятно. Потому что я думаю, что ключик, вот тот, который открыл ту тайную дверь, был именно в том, что я приняла для себя в жизнь максимально технику самонаблюдения. То есть это вот когда я, например, с тобой разговариваю, да, или с кем-то другим, параллельно я фиксирую, что я сейчас чувствую, как я вот себя веду, то есть я вообще присутствую в этом моменте или нет, да, или я улетела куда-то в своих мыслях, да, и то есть одновременно, ну, то есть я как расфокус, немножко концентрация идет, но он помогает как бы быть здесь и сейчас, вот прям не улетать вообще. И вот эта техника самонаблюдения, да, вот как мы, например, там ведем себя, я не знаю, там со своими близкими, как мы готовим кофе, например, и так дальше и тому подобное. Вот, например, даже технология, это тоже, по-моему, мне моя учитель сказала как-то, что технология, как ты готовишь свое кофе, оно ровно имеет отображение на всей твоей жизни. Вот не как кофе, тут не дело в кофе, как ты готовишь, как ты убираешь, то есть как ты вообще свой быт выстраиваешь, да, кто ты, как ты одеваешься. Это все вот полностью, как бы, знаешь, как такой маленький фрактал, который раскрывается в большую картинку, который состоит из этих вот всех мелочей. И вот когда я стала наблюдать очень-очень много за всей своей жизнью, когда я стала присутствовать здесь и сейчас, когда я готовлю кофе, когда я убираю, когда я выбираю одежду, когда я вот все вот это вот делаю, я поняла для себя какие-то вещи, да, какие-то свои механизмы типичные, и которые делают выбор. И вот тут вот был тот клик, когда я поняла, что я нахожусь не там, где я вообще должна находиться. Я занимаюсь не тем, что мне вообще нравится, а просто вот, да, безусловно, во всех моих деятельностях всю мою жизнь была, ну, часть меня. Мне нравилось там, когда я в моде была, когда я в стилистике была, мейкапами занималась и так дальше. То есть это всегда было про меня, потому что мне нравилась эстетика, мне нравилась вот эта вот вся история с красотой, внешним обликом и так дальше. Но это всегда было как бы однобоко. То есть если бы я тогда еще за собой более детально наблюдала, я бы увидела, например, что
в тех профессиях мне очень не хватало общения, мне очень не хватало вот этого обмена знаниями, обмена энергиями. Я бы знала, что я человек разнообразия, что я очень люблю новизну, и что для того, чтобы не создавать ее экстра, понимаешь, какое-то каждый раз новое впечатление, я могу это использовать и делать это в моей работе, то есть за счет там изучения новых видов реклам там и так дальше, или когда у меня клиенты на несколько ниш, да, то есть вот с каждой нишей нужно там познакомиться, изучить ее и углубиться. И то есть, и как бы вот эта работа, она принесла в мою жизнь как бы такой спектр всего, что я могу реализовать все свои маленькие там я хочу, таланты и так дальше через одну деятельность. Но это пришло только потому, что я как бы наблюдала за собой и все. Но звучит сейчас очень как с точки зрения очень мощного баланса для меня лично сейчас. И это очень круто, и а, это очень интересное наблюдение. А вот тебе не кажется, что когда ты глубоко в какой-то момент уходишь вот в себя, в изучение, да, что в этом можно как-то заблудиться и возникнуть может некая иллюзия, что ты вроде как бы тебе кажется, что ты дошел до какой-то своей истины, ну, как бы ты Да. воспринимаешь это как истину, и потом у тебя все, оно все глубже и глубже, и ты, ну, в этом застреваешь с одной стороны, потому что у тебя создается определенная иллюзия того, что это правильно, что это то, к чему ты шла. И все, потом начинается все глубже уходы, глубже, глубже и еще глубже. Кто-то уходит, там, я не знаю, в Тибет молиться, как ты представляла себе своего гуру, кто-то уходит на аюваску, кто-то в Мексику и так далее. И то есть вот тут, ну, такой прям происходит провал в себя. Насколько это тебе кажется исходит из человека, из его потребностей, или это, ну, действительно, что человек просто теряет какую-то связь с реальностью? Ну да, вот, это, наверное, то, о чем я вначале немножко упоминала по поводу того, когда изучение становится некой самоцелью. У меня тоже был такой период, когда вот мне прям нравилось. Я не знаю, сколько я сотен книг перелопатила просто про с индуизмами. Вот я просто, и причем самый основной критерий для меня, то, что я сейчас почти ничего из них не вспомню. То есть это как будто, ну, вот, знаешь, вот поглощение информации ради вот этого, и ты как бы погружаешься в этот мир, и понятно, там у тебя какие-то инсайты, еще что-то происходит с тобой, но это как бы, это реально немножко вылет из реальности, но самый главный залог, как это все протестить, это продолжаешь ли ты быть творцом своей жизни, понимаешь, вот я знаю очень много девочек, которые работают, ну, как бы пытаются работать над собой, да, тоже что-то изучать и так дальше и тому подобное, но они настолько боятся реализовывать это все, да, применять, то есть вот прям идти, почувствовать себя, вот применить себя, сделать какой-то, то есть это как бы некий такой импульс, огненная энергия, которую нужно из этих знаний проявлять, потому что как бы, что хотел от нас Творец, Он нас создал по своему подобию, Творец творил, и мы как бы пришли сюда творцами, и мы должны творить, и как бы это главный залог, и духовность остается такой, знаешь, интеллектуальной и духовной гордыней до тех пор, пока мы не начинаем реально проживать свою жизнь из этих знаний. Вот и все. Слушай, очень, ну, у нас такой получился глубокий достаточно разговор и очень интересный, и несмотря на похожесть тем, в любом случае, со всеми девочками, с которыми я провожу подкасты, абсолютно другой, и мне прям свои инсайты, скажем так. Подытожить я бы хотела вопросом, есть ли какая-то цель всего твоего самопознания, самореализации, какая-то большая, к чему ты идешь? То есть это не то, что ты сейчас... я по разговору с тобой, я сейчас увидела много достигнутых тобой целей, которые, Да, скорее всего, ты да, ставила когда-то. Но в то же время да, ты как бы все равно продолжаешь этим заниматься, ты идешь вперед и уже да. на других уровнях это познаешь и делаешь.
Можно ли вообще в принципе увидеть какую-то цель в этом или поставить, или если она у тебя какая-то конкретная? Не обязательно, я не спрашиваю, если это там какая-то твоя заветная мечта, и ты к ней идешь, и ее не обязательно называть, но вот в общем тема того, что насколько это целенаправленная вещь самопознания и самореализация, естественно. Ам, Ну да, то есть у меня есть как бы, естественно, и некие духовные цели, да, и есть цели, конечно, материальные. Вообще я очень много работаю с целеполаганием. Это такая одна из моих ключевых лейтмотивов жизни. И то есть даже если цели меняются, it's okay, то есть ты из старой личности мог ее ставить, да, но они твою дорогу вот просто показывают, да, твой путь некий. И знаешь, я тебе назову свою духовную цель, да, она звучит как путь домой, вот просто путь домой. И что он для меня значит, я даже тебе сказать не могу точно, потому что оно, знаешь, это скорее вот и от сердца, и вот такое вот какое-то ощущение внутреннее. То есть я вот знаю, что я иду к единству, быть и жить из этого истинного я. Да, то есть не из этих вот своих каких-то ролей, да, не быть заложником этого всего, а жить вот именно в такой легкости из этого истинного я. И я знаю, что это истинное я точно знает, где его дом. Вот. Ну, Это это если про круто. духовные цели. Ну, то есть, как бы, эта цель есть, и это не какая-то... Понятно, что весь этот путь, он, наверное, может быть бесконечен, так же, как и наш разговор, Да. но у этого, то есть это не просто какое-то желание исправить ту или иную ситуацию или сделать жизнь легче, лучше и так далее, а именно конкретно Уже точно нет. это конкретно какая-то определенная цель, к которой ты идешь. Это очень круто. Я думаю, что над этим, мне кажется, над этим достаточно сложно работать, чтобы поставить именно какую-то такую, в этом какую-то большую конкретную цель, к Да, которой ты будешь идти. И я думаю, тут так же, как с нашей основой, как ты говоришь, она может меняться в пути, но она скорее, может быть, даже не будет основная цель, она, может быть, будет немножечко адаптироваться, немножечко по-другому называться или да, трансформироваться, но ее корень, ее основа будет все равно, скорее всего, раз она уже поставлена, она будет четко у тебя такая, как есть. Очень классно, да. спасибо тебе большое, и тогда до Спасибо скорых встреч! огромное.